Уважаемые принудительные украинизаторы, послушайте очень внимательно и, пожалуйста, запомните каждое слово. То, что уже происходит с вами и вашими единомышленниками, это не случайность, не совпадение и уж точно не происки российских диверсантов. Это закономерный, холодный и неотвратимый итог грубого нарушения древней христианской присяги, на которой веками стояла настоящая державность на украинских землях. Все, кто инициировал, активно продвигал и продолжает насильственную украинизацию, кто сознательно проводит дискриминацию русского языка и миллионов русскоязычных граждан Украины, уже получили или в ближайшее время получат свой страшный приговор. Ирина Фарион, Андрей Порубий, Демьян Ганул – это лишь первые имена в длинном скорбном списке. И список этот, к сожалению, будет значительно длиннее, гораздо длиннее. Первое христианское государство на территории современной Украины – это Великая Болгария хана Кубрата. Именно здесь, в причерноморских степях и на берегах древнего Понта, христианская вера впервые обрела полноценный государственный статус. Болгары говорили на староболгарском языке, прямом предке церковнославянского, из которого вырос и сформировался русский литературный язык. Присяга на верность этой христианской державности носила глубочайший, сакральный, духовный смысл. Нарушитель такой клятвы и все его потомки отлучались от Бога, единственного источника жизни. А без Бога и его защиты жизнь очень быстро и жестоко превращается в насильственную смерть. Именно это вы, сегодняшние активные украинизаторы, сейчас и делаете. Сознательно ущемляете, запрещаете, вытесняете и пытаетесь полностью уничтожить язык, на котором молились, присягали и жили ваши предки на этих землях. Вы плюете на древнюю присягу, попираете священные основы и думаете, что это пройдет без последствий. Однако история уже четко и кроваво показывает, как именно это заканчивается. Порошенко
хотел войти в историю под громким лозунгом: армия, мова, вира. Но почувствовал ледяное дыхание приближающейся кары и против своей воли отступил. На его место пришел Зеленский, тоже русскоязычный по происхождению и корням, и с еще большим рвением продолжил то же самое дело, прикрываясь войной как щитом. Но война не спасает, она лишь временно маскирует и одновременно ускоряет неизбежную расплату. Каждый новый репрессивный закон о языке, каждое увольнение учителя за русский язык, каждое преследование родителей за то, что они говорят с ребенком на родном языке дома, это новый тяжелый шаг по дороге, которая закономерно заканчивается пулей, взрывом, внезапной несчастной случайностью или другой насильственной смертью. Мы уже отчетливо видим четкую и пугающую закономерность. Самые яростные, самые злобные и непримиримые инициаторы и исполнители уходят первыми и самым жестоким, демонстративным образом. Это уже не политика и не случайные преступления. Это духовный закон, который действует, независимо от того, верите вы в него или нет. Признаете вы его или смеетесь над ним. Предупреждаю вас открыто, честно и прямо, и как юрист, и как человек, хорошо знающий историю и духовные законы. Пока вы продолжаете политику насильственной украинизации, пока давите и унижаете миллионы русскоязычных граждан, пока пытаетесь вытравить русский язык из школ, университетов, судов, больниц и повседневной жизни, меч духовного возмездия будет висеть над каждым из вас. Ни высокая должность, ни мощная охрана, ни война, ни граница не спасут. От Бога не спрячешься. От древней присяги не отмахнешься. Остановитесь, пока не поздно. Вернитесь к нормальной языковой свободе, к естественному равноправию языков, к тому состоянию, которое было естественным и нормальным для этих земель на протяжении многих веков. Иначе история продолжит писать кровавые, страшные строки в ваших личных делах. Смерть тех, кто сознательно нарушает древнюю христианскую присягу, это уже не угроза и не предупреждение. Это
свершившийся факт для многих, и процесс, к сожалению, продолжается.